Друзья мои, всем добрый день. С вами школа видеоблогеров. Сегодня с вами я, Александр Игашевич. И в нашем субботнем стриме мы отвечаем на ваши вопросы, которые вы нам написали заранее, на вопросы участников клуба 100 по 100. Я напоминаю вам, что сегодня вы можете с специальными условиями записаться на нашу стратегическую коуч-сессию. 2 места и получить бонусы. Подробности будете узнавать по ссылочке на консультацию. Если вы запишетесь, то в течение этого стрима, то есть в течение прямого эфира, если вы запишетесь на консультацию, соответственно, вы получите специальные условия. То есть акция действует до тех пор, пока идет этот замечательный прямой эфир. Итак, коллеги, что-то я прям загорел. Итак, добрый день, добрый день. Давайте перейдем к нашим замечательным вопросам, потому что времени мало. Поздравляю вас с 9 мая, поздравляю вас с праздником Победы. Мы будем идти к победе долгими-долгими шагами, к победе над бедностью. Поэтому, друзья мои, не забывайте правила стрима, которые есть здесь в чате написаны. Правила едины для всех. Если вы их нарушаете, вас просто заблокируют. Поэтому будьте к себе и к нам уважительны. Итак, я бы хотел сейчас прочитать те вопросы, которые у нас есть, которые мы сегодня с вами обсудим. Эти вопросы, которые пришли к нам с вашего с чата, да, вот. Вадим, здравствуйте, Оксана, здравствуйте всем. Давайте так, я буду отвечать на вопросы, которые у вас возникли. Итак, как заработать название? Сегодня мы с вами обсудим вот минимум 13 вопросов. 13-15 вопросов обсудим, то есть подойдем к ним более глубоко. Итак, как заработать на знаниях, как сделать мини-курс пошагово и на примере из моей практики, как протестировать свой мини-курс перед продажей, как сделать мини-курс для Ютуба начинающему фрилансеру и заработать на этом, что делать, если клиент говорит: у меня нет денег на покупку ваших услуг. Разберем 2 типа зрителей или покупателей курсов. Когда не надо покупать курс, также на этом остановимся. Опять же, пробежимся по вопросу, насколько эффективен мини-курс для получения результата. То есть бывают ли мини-курсы, при помощи которых можно получить результат. Можно ли сделать курс и заработать на этом, если ничего не знаешь и не умеешь. Что может быть в мини-курсе, разберемся. Да, как найти мотивацию и убрать препятствия на ее пути. Опять же, почему надо покупать окружение? Вот очень важный момент, люди не понимают, почему надо покупать окружение. Вот, и потом, когда эти вопросы обсужу, я перейду к вашим вопросам. Понятно? Думаю, что понятно. Тут все предельно просто и понятно. Итак, коллеги, первое. Как заработать на знаниях? Вот как заработать на знаниях? Начали. Важно для себя понимать тот список знаний, которые вы обладаете, теми знаниями, которые вы уже получили где-то, потому что очень многие из вас совершают фатальную ошибку. Вы начинаете в свои 25, 30, 35 или там 50 лет переучиваться. Ну еще бы, очень многие коучи, бизнес-тренеры вам говорят: вот это не модно, не актуально, давайте будем переучиваться, давайте будем вот это, берите это. И, возможно, они правы, но давайте будем смотреть, как заработать на своих знаниях. Например, вот чтобы было понятно, в вашем случае, сейчас я поправлю тут чуть-чуть, вот так вот. То есть, чтобы было понятно, в вашем случае у вас есть некий багаж знаний. Неважно, вы кулинар, бухгалтер, там, водитель, рыбак, вы классно строите дома, вы там хороший повар, да, если у вас эти знания, надо понимать, как можно их монетизировать, при помощи чего их можно монетизировать. Мы уже сделали больше 10 золотых ниш. Для чего? Чтобы показать вам, как можно заработать преподавателю английского языка, как заработать бухгалтеру, как заработать учителю, обычному учителю в школе, либо если вы занимаетесь рукоделием. Об этом все мы рассказали в наших специальных стримах, в наших специальных курсах. Давайте сейчас все-таки остановимся на том,
как заработать на знаниях узкий запрос, массовый спрос. Что это такое? Давайте разберемся с вами, что такое узкий запрос и массовый спрос. Например, коллеги, что значит узкий запрос и массовый спрос? Вот есть узкий запрос, он так и называется. Как правильно оптимизировать страницу или ролик, или там, не знаю, свой сайт для поисковых систем. Да? Это может быть Google или Яндекс. И многие из вас начинают, вот я, да, я раньше занимался продвижением сайтов, продвижением больших интернет-магазинов, и я бы назвал так, да, то есть вот условно сайт, как продвинуть. Или канал на ютубе, где-то то, чем мы занимаемся сейчас, как продвинуть. Но где же здесь узкий запрос? Это же ни разу не узкий запрос. Вам нужен узкий запрос и массовый спрос. То есть, что значит? Давайте я вам вот это вы должны просто для себя записать и выучить. Заработать на своих знаниях можно только зайти, сузив нишу, совсем, чтобы она была узкая. Как это знать? Вот как продвинуть сайт или как продвинуть канал на ютубе, ну это масса, это большой запрос и массовый спрос. А нам нужен узкий, совсем узкий. Давайте будем сужать. Как продвинуть, допустим, кулинарный канал? Окей. То есть вот как это работает? Как продвинуть канал на ютубе, допустим, ищут 10 тысяч человек в месяц. 10 тысяч человек в месяц. Да? А как продвинуть кулинарный канал на ютубе, ищут, допустим, 1000 человек в месяц. И вот уже узкий запрос. То есть, если вы будете делать свой курс маленький о том, как продвинуть кулинарный канал на ютубе, то это будет узкий запрос. Но давайте еще уже сделаем, давайте составим еще, да, как подобрать ключевые слова для продвижения кулинарного канала. Это еще более узкий запрос, совсем узкий запрос. Понимаете? То есть и уже как подобрать ключевые слова для кулинарного канала будут искать всего лишь 50 человек. Но давайте просто представим, если вы хорошо разбираетесь в теме и вот этот запрос, как подобрать ключевые слова для кулинарного канала, сделаете расширенно и большим, то есть на 2 часа, то это вряд ли будут слушать. Почему? Потому что люди пришли глобально узнать. Но покажите мне кулинара, у которого есть кулинарный YouTube канал, который бы не хотел правильно научиться подбирать ключевые слова для продвижения его сайта и его канала. Правильно, потому что таких мало, таких нет. А если те, кто сейчас не хочет, они очень скоро захотят, потому что если вы правильно оптимизируете свой YouTube канал либо свой сайт, он будет попадать в поисковую выдачу, в органическую, в естественную выдачу, и вы будете получать трафик из поиска. Не за деньги, а трафик из поиска. И поэтому вы в этом случае должны будете делать узкий запрос на массовый спрос. Но вы скажете, почему же здесь массовый спрос? Александр, какой же здесь массовый спрос? Здесь 50 человек, а вот здесь 1000 человек. А давайте представим, если вы сделаете маленький курс на 2 часа, как правильно подобрать ключевые слова для кулинарного канала, то эти 50 человек за год, 50 умножаем на 12, получается в 600 человек. Вот вам уже массовый спрос, узкий запрос, массовый спрос. А теперь давайте разберемся внимательно. Если вы овладели навыком либо скиллом, да, правильного подбора ключевых слов, тегов там при помощи VidIQ, ссылочка будет внизу на VidIQ. Мы, кстати, даем своим подписчикам целый месяц хорошего тарифа на VidIQ бесплатно, чтобы вы попробовали и ощутили все прелести этого инструмента в полной версии.
Поэтому вот если вы собрали внимание, информацию, материал, структурировали его для кулинарного канала, кто вам мешает сделать такой же курс для строительного канала? Это будет еще 600 человек в год. А для семейного канала или детского канала там будет не 600, там будет 6000. Потому что сейчас идет бум на детские каналы. И вот вы стали экспертом, у вас есть 20 курсов, как подобрать ключевые слова для канала. Как это работает? То есть, как подобрать, допустим, теги для канала. Раз, два, три, троеточие. И вот это, коллеги, называется узкий запрос на массовый спрос. То есть вы взяли, как подобрать теги, но не для всех каналов, а для какого-то определенного канала. И вы сюда ставите строительного канала, семейного канала, кулинарного канала, образовательного канала, развлекательного канала. То есть вы становитесь на рынке экспертом номер один по подбору ключевых слов, тегов для какой-то отрасли, для какой-то ниши. В нашей школе видеоблогеров есть 50 ниш. Там 33 точных, но там 50 ниш. То есть представьте, если вы сделаете 50 курсов, как подобрать теги для каких-то каналов, то вы уже станете номер один по-любому в этой нише. Вот так это работает. То есть вы не идете в глобальный, а начинаете брать маленький таким вот совсем маленьким запросиком, но если у вас, это простая арифметика, коллеги, если у вас есть 50 вот таких маленьких курсов, и вы их раздаете на 60 человек в день, в месяц пусть, то вы уже здесь получаете условно, да, 3000 ваших потенциальных зрителей. Все. Вы скажете, ой, ну это же вряд ли будут покупать. Конечно, раздавайте это бесплатно. Делайте эти курсы и раздавайте бесплатно. И вы скажете, Некрашевич, но ты даешь, а где же деньги? Где твои деньги? Все предельно просто. Если вы станете на рынке номер один по подбору тегов для кулинарного, либо семейного, либо строительного канала, у вас будет очередь из желающих записаться к вам на консультацию. Все. И вы монетизируете свои знания, вы монетизируете свои навыки и скиллы. Более того, я вас уверяю, если вы проработаете 50 ниш, 50 тем по этому вопросу, то вы станете действительно номер один и даже вот просто переплюнете, перемахнете через нашу школу видео, потому что вы будете номер один в подборе ключевых слов для канала. Вот так это работает. И я думаю, что на любых других примерах это можно применять, вот неважно, это там теги для канала, это то, что мне близко, то, что сейчас пришло в голову. Вы можете это брать у себя. Хорошо, давайте еще один пример, чтобы вы могли понимать. То есть, допустим, вы замечательный повар и вы замечательный кулинар, и вы делаете все, вы делаете пампушки, творожные, сырники, там все что угодно, да, мясо, отбивные, утку по-пекински, там, ну буквально, хинкали, пельмени, там, вы просто ас. Но узкий запрос, но массовый спрос. Что это значит? Узкий, давайте представим, вы стали экспертом номер один по сырникам. Это узкий запрос, но массовый спрос, потому что если вы спросите вот я точно знаю, и у 20 моих знакомых, что я спрашивал, насколько бы они готовы посмотреть подборку из того, как приготовить вкусные сырники, вот больше половины сказали, это мое. Потому что сырники с кофе это прям то, что доктор прописал. То есть сырники, кленовый сироп и чашка ароматного вкусного кофе – это прямо то, что надо. И когда вы станете экспертом по этим самым сырникам,
Когда вы будете номер один, это вы соберете узкий запрос на массовый спрос. А дальше вы можете условно делать мастер-классы и зарабатывать на этом. Потому что у подавляющего большинства людей, у которых я спрашивал, что у них не получается с сырниками, вы знаете, какой был самый частый вопрос? Ответ. Они пригорают. Они пригорают к сковородке. И вот это боль. И вместо того, пока все остальные пытаются научить людей там или показать, как приготовить всю еду, станьте номер один по сырникам. Станьте номер один о том, как приготовить сырники на разных сковородках, на разных маслах, с разного творога, с разными начинками. И у вас все будет получаться. Пора барабан. Так, здрасте, друзья. Почитаю ваши комментарии. Оксана Щита, привет. Вадим Ермаков, добрый день. Почему в России так много хейтеров и когда это закончится и закончится ли вообще? Вот, сейчас отвечу на вопрос. Окей. Дальше. Воздушные шары своими руками. Здравствуйте, с праздником. Здравствуйте, воздушные шары. Я думаю, сегодня у нас там день праздничных заказов, да? Дальше поехали. Руфус, здравствуйте, с праздником. Спасибо большое и вас с праздником. Аурора, я вам больше скажу, хейтеры, которые пишут по-русски, они все не в России, как пишете вы. Дело в том, что все эти хейтеры на русскоговорящих пространствах много стран, это факт. Так, друзья мои, спасибо, что сказали про эту тему, очень интересно. Давайте про хейтеров. Вот чтобы вам было понятно, пойдем по хейтерам. Смотрите. Итак, вопрос звучит очень интересно. Почему в России так много хейтеров и когда это все закончится и прекратится ли вообще? Отвечаю. Вот, друзья мои, давайте с вами просто нарисуем ситуацию. Я иду по улице и ко мне подходит человек, ну не знаю, юноша, либо пожилой человек, либо женщина, и говорит: слушай ты, жирный наглый очкарик, как тебе здесь живется вообще? Не пошел бы ты нафиг, ты вообще ничего не понимаешь и вообще ты там чмо болотное. Вы нарисовали себе такую ситуацию? Нет. Знаете почему? Потому что за это можно и по лицу. Или там можно пинком под зад. Правильно? Правильно. То есть люди, они боятся выговаривать что-то кому-то на улице. Потому что непонятно, может этот толстый жирный очкарик вполне себе там мастер кунг-фу. Или там у него есть разряд по боксу, и он может в челюсть так дать, что и улетишь. И вот здесь очень важный момент, что хейт на этом и базируется. У хейта есть одно простое, ну очевидное, наверное, преимущество, да? Это так называемая неузнаваемая анонимность. То есть люди, они пишут разные гадости, пакости только потому, что они считают себя анонимными. Они знают, что им за это ничего не будет. Более того, если вы посмотрите огромное количество комментариев от хейтеров, они пишут с других аккаунтов. Ну, они заходят по другим логинам, да, и пишут разные пакости и гадости. Почему? Потому что, опять же, анонимность. Чтобы у вас было просто, чтобы у вас картинка ваша сложилась, я вам приведу пример. У меня есть очень хороший знакомый, он занимает высокую должность в ФСБ. И для меня было, ну, как бы странно и дико, то есть почему условно вот такой разгул преступности, всего, причем очень много не глобальных преступлений таких там, да, драк, там, поножовщины, а именно таких хулиганств, да, там, то есть вот люди условно там, они писают в подъезде, писают в лифтах, там обзываются, дерутся на улицах, вырывают там сумочки, да, почему? Почему так это все в маленьких городах там такого особо нет, а в больших городах это все бурным цветом. И оказалось все просто, все очевидно. Ответ мне объяснили за минуту, и я сейчас вам этот ответ перескажу, ну не дословно, но перескажу. Все дело в том, что, допустим, возьмем парню там 20 лет, он в деревне родился, в деревне вырос, все, и он точно знает, что если он, идя по деревне ночью, в 3 часа ночи где-то станет пописать,
или там, не знаю, покакать сядет, да, там сделать свои дела, то утром вся деревня будет знать, что он делал. Если этот парень где-то в клубе кому-то пристанет какой-то девушке с неприличным предложением, либо там обзовет мальчика, то очень большая вероятность того, что уже вечером, когда он будет идти домой, около его дома будет стоять там брат, сват, муж этой самой девушки, и парню придется, ой, как несладко. Логично. А теперь представим, этот самый парень приезжает в Москву, ну или в другой город, где в принципе его никто не знает, и всем на него плевать. И вот здесь у этого парня срывает крышу, у него называется вседозволенность. И если мы это перенесем в интернет, то обычно хейтеры, вот те, кто пишут разные пакости, это люди, которые не состоялись в жизни, и у них больше некуда тратить свою энергию, как поливать грязью других. Они так самоутверждаются. Вот так это все просто работает. Они сидя где-то, ну, он пришел, он был на заводе, ему там начальник дал трендюлей, там, то дал трендюлей, мама пришел, говорит, сколько ты будешь на моей шее сидеть, там, иди занимайся чем-то. Он приходит в интернет, садится, и вот он уже мачо-мен, вот он уже разбирается, вирусолог он, экономист, YouTube продвиженец, он уже то, он уже даже знает финансовые рынки, он там, то есть он уже на себя корону одел, и все, он уже всем, и попробуйте сказать ему что против, он уже всех начинает учить, он там самореализовывается. Зачем ему компьютерные игры? Тут живые люди, и никто не узнает, кто он, потому что под ником гуру, там, гуру спец, SEO продвиженец сидит обычный Вася, который неудачник, у которого мама одолжил там 200 рублей, до сих пор не может отдать и не может заработать, зато он реализовывается. Я сейчас всех научу, и он думает, что он так учит. Ему это нравится. Теперь самое интересное, когда это закончится. Я вас уверяю, вот вся эта история пройдет буквально года через 2-3, может раньше, но не позже. Что это значит? Очень скоро анонимности в интернете придет конец. Очень скоро у человека. Почему? Потому что правительства, мировые правительства, полиция мировая, там, да, вот эти всякие Интерполы, все дела, они понимают всю опасность вот этого всего анонимности с одной стороны. То есть люди, они анонимны и могут писать разные пакости, призывать к разным там действиям, там туда-сюда, обзываться, там, да, совершать противоправные действия. Что это будет? То есть очень скоро у человека будет ID. Ну, это будет привязка как к телефону, то есть вы сможете писать куда-то, либо что-то, какой-то комментарий, и Google этому будет способствовать, либо что-то такое, да, когда вас смогут идентифицировать. То есть вы будете привязаны к своему, допустим, номеру телефона, и по этому телефону, то есть вы будете, это будет неизбежность. Почему? Потому что при помощи этого телефона вы будете заказывать еду. То есть, ну, не телефона, при помощи своего смартфона или там при помощи какого-нибудь там наручного устройства. Вы будете заказывать еду, вы будете заказывать больницу, то есть у вас будет сниматься там пульс, у вас будет там сниматься ваши данные, все. То есть вы будете привязаны к инфраструктуре, понимаете, всего. И вот здесь начинается то, с чего начинали. То есть, когда человек будет понимать, что при нажатии на его ник можно будет увидеть имя и фамилию, а также адрес, где он проживает, то уверяю вас, количество комментариев под вашими роликами, количество советчиков упадет до нуля. Почему? Все потому же, с чего, что я начинал, что если человек идет вот на улице, он же не скажет мне в лицо, что там, эй, там толстый жирный очкарик. Нет. Почему? Потому что он боится. Он боится, то есть он понимает, что может прилететь. И вот когда в интернете, где ему казалось бы, это такой вот сейчас пока хаос, потому что пока технологии еще, они уже умеют определять, но пока еще не научились, как это срастить, чтобы была такая защита личных данных при этом, да, ну, чтобы не было там спама, там всего. И чтобы
можно было идентифицировать человека. Более того, скорее всего, будет какая-то еще условно виртуальная полиция, где вы просто нажмете на кнопочку пожаловаться, да, либо узнать, да, написать жалобу, и вам выдадут условно и IP-адрес человека, и адрес, где он там проживает, ну там в этом формате. То есть это все время. Вот просто время, потому что это надо просто переждать, с этим надо пережить. Поэтому что делать? Игнорируйте. Я всегда говорю один классный лайфхак. Он хороший, работающий всегда. Как он звучит? Этот лайфхак звучит так. Если вы читаете комментарий какого-то нехорошего человека и понимаете на уровне, да, что там ничего хорошего не будет, не дочитывайте до конца, переходите на полезные комментарии, обязательно на комментарии на полезные переходите, читайте там: спасибо, Александра, и вашей школе, что вы делаете такой полезный контент, спасибо за это, спасибо за то, да, а потом поднимаетесь вверх и с улыбкой Мона Лизы удаляете этого хейтера, отправляете его в бан. Ни в коем случае не вступайте в переписку. Ни в коем случае не доказывайте ему. Это не то движение на вашем YouTube канале, в вашем блоге, в вашей социальной сети. Просто блокируйте. Не тратьте на них самое ценное, что у вас есть. Самое ценное — это не нервы. Нервы там, это там у вас они есть и будут. Самое ценное — это время. Не вступайте с ними ни в какую полемику, просто баньте, и все будет очень и очень хорошо. Поэтому, резюмируя, отвечая на ваш вопрос, с хейтерами пока делать вы ничего не можете, от слова вообще. Самый лучший способ работы с ними, это игнорирование. Все, игнорируйте, очень скоро будет условно, очень скоро, это вот год, два, три, будет идентификация этих самых аккаунтов. То есть в Ютубе нельзя будет написать, завести аккаунт условно без подтверждения своих данных. Потому что это просто вопрос времени. Так это будет искусственный интеллект будет понимать, как это все работает. И дальше будет все просто и понятно, где и что. Либо вы эти данные условно можете где-то будете купить, да, какую-то базу купить. Ну, сейчас продается, покупается все. И вот когда люди поймут, что в 2 клика можно определить, кто скрывается за этим Кинг Артур, да, что там сидит просто Вася, там неудачник из деревни там Мухосралова, там Пензенского района, то в принципе можно и этому Васе что-то там предъявить за оскорбление личности. А когда будут прецеденты, когда уже какого-то хейтера за оскорбление личности, за клевету, да, поймают и дадут там 20 или 50 тысяч штрафа, тогда будет все тишина. Поэтому, друзья мои, игнорируйте, живите, дальше будет еще лучше. Пора барабан. Да, коллеги, это прекрасно. Итак, следующий вопрос. Как сделать мини-курс пошагово на примере вашей практики? Итак, смотрите, как сделать мини-курс на примере моей практики. Вот чтобы было вам совсем просто. Давайте вернемся к нашим замечательным хейтерам. Многие оставляют хейтеров, это тех людей, кто пишет негативные, плохие, оскорбительные комментарии, надеясь на то, что это какое-то движение, да? Ну, я вас понимаю. Очень часто бывает так, что мы, сидя, делая полезный, интересный контент, мы понимаем, ловим себя на мысли то, что люди вообще не пишут, не читают, не смотрят. И когда приходит хоть кто-то, мы такие: ой, ну ладно, пусть хоть кто-то к нам приходит и пусть кто-то у нас остается. И вот здесь очень важный момент, что правильно писать комментарии, правильно работать с комментариями мало кто умеет. Действительно. И вот давайте сейчас на примере, на этом простом примере я вам скажу, как правильно сделать мини-курс из нашей практики. То есть у нас есть модераторы, у нас есть школа Ютуба, у нас есть школа фриланса, и где мы в этой школе фриланса обучаем людей профессии менеджера YouTube канала. И здесь у нас появляется много-много вопросов, которые надо обсудить.
Один из них, менеджер YouTube канала, обязан следить за комментариями под роликами, обязан чистить комментарии от спама и обязан вести дискуссию с человеком, ну, под роликом. И опять же возникает вопрос, как объяснить? Мы можем каждому менеджеру объяснять, как и что, это будет очень дорого. Мы делаем мини-курс. Причем это правда, у нас есть такой мини-курс, и скоро он появится в продаже. Он так и называется «Как правильно написать комментарий на вашем YouTube канале». Мини-курс, мини-курс. Почему это мини-курс? Потому что он решает одну проблему одной целевой аудитории для одного, то есть одним этим курсом. То есть мы создаем один курс, внимание, один курс для одной целевой аудитории, для одной проблемы. Почему? Есть огромное количество владельцев YouTube каналов, и это первая целевая аудитория, да, и есть люди, которые готовы стать этими владельцами каналов, либо это уже аватары этой целевой аудитории, да, либо есть менеджеры YouTube каналов, которые хотят понимать, как правильно писать комментарии или отвечать на них. И там в этом курсе простые эффективные решения. Например, вы должны отвечать на комментарий под роликом открытым вопросом. Например, нам пишут часто вопрос, как мне правильно написать теги для моего ролика. Мы им говорим там, вот делайте так, так и так, и завершаем наш ответ вопросом. Вам все понятно? Вопрос. То есть мы привлекаем этого человека к диалогу, либо в нашем комментарии под роликом должны быть ключевые слова, которые соответствуют теме данного ролика. Допустим, человек к нам приходит с вопросом, как правильно назвать видео, это есть в названии ролика. Допустим, у нас там 12 способов правильно назвать ваш видеоролик. Человек пишет вопрос, мы ему отвечаем, и как мы пишем? Если вы хотите правильно назвать свой ролик, то это вхождение ключевого запроса в комментарий модератора. А теперь смотрите, вот таких советов там будет штук 30, ну может быть 20, а может быть и 50. И вот это уже и есть мини-курс. То есть это мини-курс, почему? Потому что мы его скомпоновали, мы его красиво сделали, мы его оформили, мы дали понять, что человек получит после этого мини-курса, какой он получит результат после покупки или после просмотра этого курса. Вот вам уже мини-курс. Это одна маленькая проблема, потому что казалось бы, помните, мы говорили про то, что узкий запрос, но массовый спрос. Узкий запрос, как правильно писать комментарий. И вот, друзья мои, если вы сейчас сидите, улыбаетесь и думаете, ну уж комментарии я писать-то могу, не сомневаюсь. А попробуйте объяснить кому-то, как, вот у вас есть, допустим, сосед, который говорит, дай мне хоть какую-то работу, и я буду работать там, допустим, там, не знаю, за 500 рублей в месяц, помогать тебе там на канале, да, вот в этом формате. И вы говорите, слушай, давай пиши комментарий. И вот здесь самое интересное. И вот здесь, когда а какие есть правила написания комментариев, что писать надо, а что не надо. Что хорошо, а что плохо, а может что запрещено, а может я там матом буду писать. Потому что мы это прошли на своей шкуре, то есть мы даже сейчас своих модераторов обучаем и говорим, что должно быть все в стиле канала там, да, то есть там правил огромное количество. И вот казалось бы, элементарный вопрос, как написать комментарий, мы добавляем инструкция по написанию комментариев, которые помогут продвинуть ваш канал и удержать аудиторию. Все. Вот вам заголовок вашего курса, вот вам мини-курс на нашей практике. Пора-барабан. Дальше поехали. Отличный вопрос. Итак, сейчас попью воды. Друзья мои, я рад, что вы пришли смотреть
9 мая, в этот праздничный день, мы уже с вами полчаса беседуем. Я рассказываю вам интересные вопросы про монетизацию, про заработок на ютубе. Причем это все есть в нашей практике. Так. Следующий вопрос, коллеги. Как протестировать свой мини-курс перед продажей? Очень важный вопрос. Вот раньше мы не тестировали свои курсы, и это оказалось очень и очень плохо. Я знаю, что многие из вас, когда делают курс, они, вот я расскажу о своей истории. Я думаю, что она похожа на вашу историю. Мы сделали курс. То есть мы, там, я, Катерина, Анастасия, там, всей командой сели, сделали курс и отправили его на продажу. И сидим такие, пошла одна покупка, вторая, потом возврат. Покупка, вторая, возврат. Мы вернули курс с продажи, допилили его, отправили опять. Опять покупка, вторая, возврат, покупка, вторая, негативный отзыв. Это же никого не устраивает. И здесь к нам с опытом пришла, ну, скажем так, инсайт пришел. То есть мы поняли, как правильно делать. То есть мы должны тестировать свои курсы перед отправкой на продажу. Как это сделать? Как протестировать свой платный курс перед отправкой на продажу? Очень и очень просто. Два совета. Первый совет. Раздавайте его бесплатно. На первых порах, то есть вы, отдавая курс бесплатно, либо за какие-то символические деньги, а лучше бесплатно, вы понимаете и принимаете обратную связь, при этом не получаете негативных отзывов. Потому что негативный отзыв на ваш курс приходит тогда, когда человек купил, отдал вам деньги, получил курс и там ничего не понимает, либо что-то не понимает. А когда бесплатно, он приходит к вам и говорит, а вот здесь непонятно, и вы тут же взяли и исправили, и тут непонятно, взяли и исправили, и тут, и вот здесь вы получаете фидбэк, фидбэк это обратная связь, вы получаете обратную связь от своих потенциальных учеников и правите курс. И когда уже после просмотра этого курса у учеников нет вопросов, вы начинаете паковать его и отправлять в продажу. У нас так работает, поверьте, это самый лучший, самый дешевый, самый эффективный способ протестирования курса. Например, как еще работает? Вот мы сейчас готовим курс о том, как правильно оптимизировать страницу в интернет-магазине. И там есть такое понятие, как title. То есть title это заголовок страницы, заголовок это то, что у нас есть в сниппете, да, и в этом случае, то есть эти слова для меня понятны, для многих непонятны. Что я делаю? Я иду на фриланс и размещаю заказ по написанию этих самых тайтлов, даю ролики, которые у меня есть для этого курса в задании и говорю, смотрите это, потом делайте задание. Что это получается? Я тестирую свой курс, я тестирую свои ролики для курса на людях, которые действительно на этом зарабатывают, которые действительно на этом работают. Дальше они, глядя ролики, пишут вопросы, что им непонятно. Мы эти вопросы собираем, допиливаем их в отдельный видеоролик, и у нас получается полный курс с ответами на все вопросы. Например, давайте на примере, чтобы вам было просто и понятно. У нас есть условно, мы сейчас делаем курс, как правильно написать субтитры для видео. Да, это тоже искусство. Правильно написать субтитры очень и очень тяжело. Многие из наших учеников, из наших зрителей школы пытаются сами написать. Хорошо, мы в этом поможем. И мы делаем маленький мини-курс о том, как правильно написать субтитры. Но мы отдаем эти наши объяснения людям, которые ни разу в жизни не писали субтитры, но хотят научиться. Мы им даем им заказ по написанию субтитров, они смотрят наши видеоролики,
пишут вопросы, а это как, а это как, а знаки препинания как, а что делать, когда музыка, а что делать, когда вы чихнули, а что делать, когда вы пьете воду, а что делать, когда то. И мы эти вопросы все компонуем, собираем, нарезаем их, там ставим, да, и у нас получается полный курс с ответами на все вопросы, которые могут или не могут быть. Как разместить эти субтитры, куда их вставлять, почему, как перевести. То есть мы делаем маленький курс, мини-курс для целевой аудитории, узкий запрос на массовый спрос. Понимаете, как это работает? Поэтому и тестируем его перед продажей на тех людях, кто этим занимается профессионально. Потом мы отдаем условно тем людям, которые уже берут дорого, мы отдаем им этот курс, они посмотрели, все понятно, приступая к работе. Все, если им понятно, если новичку понятно и профессионалу понятно, все, курс готов. Тестируйте, тестируйте, тестируйте. Вы должны дать завершенный, законченный продукт, потому что люди, покупающие у вас курс, они не покупают ваш курс, они не покупают ваши знания, они покупают результат. То есть, если ваш курс, мини-курс, ваши уроки приводят к тому, что люди смогут без вашего участия самостоятельно сделать на свой канал, на свой ролик классные субтитры, у вас классный курс. Понимаете? И в чем ценность? Почему я говорю ценность курса? Вот если брать курс либо комментарий, либо курс субтитры, либо курс по тайтлу. Ценность в том, что как происходит. Вот где боль? Человек приходит, садится делать субтитры. Он начинает делать субтитры, 3 часа стрим. 3 часа я веду, допустим, вебинар, он делает, вот я сяду, буду делать субтитры. Я сделаю раз, неправильно. Сделаю 2, неправильно. Сделаю 3, неправильно. А потом пойму, как это работает, но уже я буду профи. Задача была все просто, то есть надо купить чужой опыт. То есть умный учится на чужих ошибках. И если бы вы купили наш курс за 500 рублей, как сделать субтитры для ролика, там, где есть все возможные ошибки, вы бы здесь сэкономили огромное количество времени, денег и сил. Огромное количество, да? Вместо этого вы пытаетесь сами. Вот вся эта история именно про это, что вы можете купить пылесос условно, долго разбираться с этим пылесосом, а потом просто прочесть инструкцию. И это будет гораздо быстрее. Но, к сожалению, мы очень часто решаем вопросы работы пылесоса, холодильника, стиральной машины только после того, как мы ее сломали, либо там оно что-то не заводится, либо не работает. Поэтому, друзья мои, всегда тестируйте. Пора барабан. Безглютеновая жизнь. С Днем Победы нас всех! С 9 мая! Ура! Так, дальше поехали. Марина Завадская. Здравствуйте, Марина. Так. Как сделать мини-курс для YouTube начинающему фрилансеру и заработать на этом? Друзья мои, если вы начинающий фрилансер и хотите сделать себе маленький курс и начать на этом зарабатывать, то есть все предельно просто. Все вот настолько просто, как это работает. Вот всегда есть некая базовая история, то есть, да, условно, узкий запрос, массовый спрос. То есть вы ищете узкий запрос, проблему. Запрос – это проблема. Вот давайте представим, если вы фрилансер, и с какой проблемой вы сталкиваетесь, когда вы новичок? Я же знаю, и у меня есть школа фриланса. Проблема, самое главное, это люди, у них есть знания, есть опыт, но они не умеют правильно преподнести. И здесь на выходе мы получаем что? Есть классный специалист, но он сидит без работы, потому что у него неправильно оформлен его профиль, неправильно оформлен его кворк, неправильно оформлено его предложение. И здесь вы можете прийти на помощь к этому самому, к своему коллеге, изучив предварительно вопрос, и предложить ему небольшой курс о том,
как правильно оформить профиль, как правильно сделать кворки, как правильно зарегистрироваться, как правильно отвечать заказчику, то есть такой мини-курс начинающего фрилансера. Сейчас тема удаленной работы, она прям на пике, потому что карантин, кризис, люди поняли, что в интернете действительно можно зарабатывать, и если вы фрилансер, старайтесь сделать то, что решает проблему. Помните, если вы решаете боль клиента, ну вашего потенциального, да, то вы получаете деньги. Если боль не решаете, не получаете. Курс, ваш мини-курс должен решать какую-то одну проблему. Что это значит? То есть одна проблема одного клиента на одном вашем курсе. Это и есть мини-курс. Не надо делать глобальный курс, как, ну или там курс, как заработать на фрилансе. Вы не сделаете, потому что я, допустим, занимаюсь маркетингом, да, и если я хочу из оффлайна перейти на удаленку, как вы мне поможете? Заработать, когда у меня мои знания выше, чем ваши? А вот подсказать мне, как оформить профайл, что указывать, какие правила надо знать, чтобы я не натыкался на, то есть сделать такой курс небольшой граблеведения. Или вот лучше всего начинайте с боли в начале. Как оформить свой профиль и предлагать услуги заказчику грамотно. Вот ваш мини-курс. В чем плюс большой? Плюс в том, что вы, когда вы будете это все изучать, когда вы будете это все понимать, вы сами будете обучаться. Вы проанализируете тысячи профилей фрилансов, выберете, что у них хорошее, что плохое, и станете экспертом по тому, как правильно оформить профиль. Ваш профиль будет сказочным, и вы будете предлагать услуги, то есть к вам будут приходить условно фрилансеры, просить вас помочь, и вы будете предлагать им купить свой курс. То есть вот 500 рублей покупай, и там я все рассказал, либо все рассказала. Как это у меня работает? У меня огромное количество приходит фрилансеров, я на фрилансе давно, там 15 лет, образно говоря. И у меня классный профиль, красные профили, отлично, там много заказов, тысячи отзывов, все хорошо. Ко мне приходят новички и пишут: Александр, помоги мне заработать, помоги мне оформить. С одной стороны и отказывать не хочется, а с другой стороны я им предлагаю простую идею. Я говорю: вот вам кворк 500 рублей, и я вам за 15 минут, ну там 15-20 минут объясню все ваши ошибки и дам волшебный пендель. Все предельно просто, все предельно элементарно. Почему, коллеги? Все настолько, то есть я решаю боль определенного клиента и получаю профит. Помогаю я фрилансеру? Конечно, там уже почти 20 отзывов есть, там меньше, чем за месяц. Зарабатываю я на этом? Ну, не так, потому что у меня консультация с клиентом 18 тысяч рублей в час, а с фрилансером 500 рублей в час. Понимаете? Из этих 500 я получу 400, ну, условно. И вот здесь важно понимать, что когда вы начинаете условно делать свои мини-курсы, важно понимать на Ютубе, особенно на Ютубе, да, вы с самого начала даете полезный и качественный контент. Как оформить там профиль, как выбрать аватарку, как выбрать себе никнейм, как зарегистрироваться на фрилансе. Другая сторона медали. Я уже давно на фрилансе, и я сделал курс для заказчика. Не для фрилансера, а для заказчика. Как заказчику нанять фрилансера? Потому что я тут, как это говорится, собаку съел на этом. И я делюсь своими знаниями, но опять же, я не могу всем бесплатно рассказывать, просто в силу того, что у меня нет времени столько. То есть, когда я, наверное, буду там старый, там напишу мемуары, я буду там, а сейчас времени нет. И я делаю такие маленькие мини-курсы. Поэтому, если вы начинающий фрилансер, то поймите боль, которую вы можете решить. Боль заказчика, боль ваших коллег по цеху, по работе. И начинайте делать мини-курсы, обучаясь. То есть, как это происходит? Есть три простых способа. То есть, сначала вы сами изучаете вопрос. После этого вы помогаете бесплатно вашим коллегам, тестируя ваши знания и получая обратную связь. И потом продаете. То есть сначала изучаете, потом помогаете, а потом применяете и зарабатываете. Все, пора барабан. Воды.
Так. Так, дальше поехали. Сейчас, секунду, напишу. Так. Что делать, если клиент говорит, у меня нет денег на покупку ваших услуг? Ну, ваших услуг. Итак, друзья мои, очень часто, будучи вы фрилансером, либо коучем, либо учителем, получаете от клиента такой вот: все хорошо, все классно, но пока у меня нет денег на покупку вашего курса, вашего коучинга, ваших услуг или услуг вашей команды. Вот так всегда работает. И очень часто, когда вы получаете такой: у меня пока нет денег, надо понимать, что это в 99% случаев отказ. Это всегда отказ. Я, когда приглашаю клиента на консультацию, на какую-то стратегическую сессию, я часто слышу: Александр, это классно, но это все очень и очень дорого, а у меня пока нет денег, потому что кризис, потому что бла-бла-бла-бла-бла. То есть они начинают условно сжиматься, жадничать. Так вот, история про то, как, то есть как отработать это возражение, что сказать клиенту на то, когда он говорит, пока денег нет. Первый совет, очень важный совет, вот просто запишите себе: не надо вдаваться в детали, в подробности и уточнять у него, а когда у вас будут, а я знаю, что есть. Вот вы и клиент, его деньги, его кошелек – это его личная жизнь. Если вы начнете навязчиво предлагать там, да, или там условно давать какие-то скидки, давать какие-то там типа там, ну типа давайте вот вы подумайте, давайте там то, да, условно ничего хорошего не выйдет из слова вообще. Особенно когда вы начнете, то есть тип клиентов, которые начинают вам рассказывать о том, что вот там теща заболела, там надо ехать было там туда, на работе денег не дали. Это не ваша головная боль. Самое главное, не входите с клиентом в диалог почему у него нет денег, почему он эти деньги сейчас не может где-то взять. Вот я вас уверяю, что очень часто, давайте будем честны, клиенты врут. Врут 90%. У 10% действительно нет денег, и вот они вот такие. Остальные 90 врут. И если вы не дожмете этих самых клиентов, то ничего хорошего у вас в кошельке не будет. Что значит дожмете? Вы должны показать ценность своего предложения. Например, вот я вам говорю вчерашний пример, то, что был у меня. Вот просто как я отрабатываю жизнь. Ко мне приходит клиент, мы обсуждаем с ним стоимость работы, услуг, все. Он хватается за голову, говорит: вы знаете, для меня это пока неподъемная ниша, и я пока не готов на это. Кризис, сами понимаете. И я там вообще там еще там должен, там у меня еще не выплатена там, не знаю, машина туда-сюда. Я не влажу, а когда да, что я делаю? То есть первое, что я делаю, я говорю: ладно, с деньгами мы разобрались. То есть давайте подумаем сейчас, что вы потеряете, то есть если у вас не будет нашего продукта. Сколько вы сможете заработать при помощи нашего продукта. То есть вот представим, то есть мы же понимаем, что в этом случае у него наш продукт поможет ему заработать больше, чем он зарабатывает сейчас. Просто для этого надо купить наш продукт, либо клиент станет лучше с нашим продуктом, чем он был до этого, либо при помощи нашего продукта он будет генерировать себе больше клиентов. И мы у него спрашиваем: хорошо, с деньгами мы разобрались, давайте представим, что вот деньги мы отложили там на задний план. Вам понравилось наше предложение?
Вы довольны нашим предложением? Насколько оно решает вашу проблему? Давайте представим, что мы решили вопрос денег и как мы будем этот проект реализовывать. Дальше можно, если вы уверены в своих силах, уверены, да, предложить клиенту что-то типа рассрочки. Давайте сейчас, если этой суммы нет полностью, давайте мы разобьем на 3 этапа. Допустим, первый этап, второй и третий этап. То есть, если вам понравится наша услуга, то вы оплатите. Не понравится, вы ничего не теряете. Опять же, при условии, что у вас действительно классный продукт или классная услуга. Да? Либо может быть вариант какого плана, что можно спросить, а когда к вам удобно обратиться, давайте назначим число. То есть вы не должны отпускать этого клиента у себя ни на фрилансе, ни в бизнесе, ни на ваших курсах, когда удобно будет, да, то есть вот что в этом формате. То есть, поэтому давайте резюмируем. 3 вещи, которые вы должны сделать. Первое, ни в коем случае не власти клиенту в карман. Его карман – это его частная жизнь, и вы, вот многие там, а когда у вас будут там, не надо так, да, то есть вы, все, в карман мы не лезем. Второе, мы отодвигаем деньги на задний план и начинаем говорить с клиентом на тему того, как наш продукт, как наш результат поможет ему больше заработать, чтобы он понял, да, для себя сформулировал нужность или ненужность, и мы получаем его возражения, мы получаем его хотелки. Возможно, очень часто клиент недопонял ваше предложение, вы неправильно сформулировали его, да, либо неправильно сформулировал он. У меня часто бывает, клиент думает, что я 150 тысяч рублей за весь проект, а потом узнает, что я за месяц 150 тысяч рублей и проект полгода. И вот он такой, о, так это миллион. Я говорю, ну да. И вот здесь он начинает уже уходить там, да, ну это не мой клиент, не моя целевая аудитория, но и третий момент, если вы уверены в этом, предложите ему разбить платеж на несколько частей, там на 2, на 3, то есть клиент уже в принципе должен понимать, что если он условно получает качественный продукт, качество не может стоить дешево. И это ваш продукт. То есть в этом случае вы даете ему возможность воспользоваться вашим курсом, вашей услугой на фрилансе в некую рассрочку. Разбейте на части, на этапы свою задачу и пусть он оплачивает поэтапно. У меня это работает. Надеюсь, работает и у вас. Пора барабан. Комиссаров, привет. Так. О, сейчас еще один фрилансерский вопрос закроем, и будет у нас все хорошо. Я, с вашего позволения, сейчас открою, кстати, у меня есть здесь в Инстаграме. Отличный вопрос мне прислали в Инстаграме, и я его обещал ответить еще в пятницу, но мы принесли его сюда. И я вам его сейчас зачитаю. Вот. Добрый день, Александр. Подскажите, пожалуйста, а если на Quark для гарантии выполнения мной задания просят перевести деньги покупателю перед началом работы, это вообще по правилам или мои деньги могут уйти и не вернуться? Заранее благодарю за ответ. Я пишу ответ этой девушке, это Кидалова 100%. Она пишет: спасибо огромное, а то очень засомневалась. Первый заказ, жалко отказаться и денег жалко, а вдруг не вернуться. Оказалось вон на что. Еще раз большое спасибо, что вы у нас есть. Большое спасибо, что я у вас есть. Давайте мы разберем этот момент. Он очень важный, особенно для начинающих фрилансеров. Вот когда у вас просят вам или вас перевести какую-то сумму в качестве гарантии того, что вы выполните работу, вам рассказывают сказки на тему того, что послушайте, меня раньше много раз кидали там, да, давайте вы сделаете эту самую работу, а после этого
я оплачу вам работу и верну вас как это гарантированный взнос. Потому что если вы не оплатите все это дело, там, да, не будет, вы пропадете, и потом я буду на вас рассчитывать, я потеряю деньги, а так это как у меня будет страховой взнос. Они рассказывают очень убедительно. Там прямо целые большие скрипты, там все красиво. Как это работает на самом деле? Давайте я на магнитиках, ну, на пальцах. Вот это заказчик, он приходит на фриланс. Вот возьмем желтый, это Quark, биржа. А это вы, вот это вы фрилансер. А это зелененькие, это деньги. Это деньги заказчика. А давайте возьмем черненькое, это ваша работа. Как строилась раньше вся структура? Когда не было фриланс-бирж. Заказчик хотел получить работу от фрилансера. У заказчика есть деньги, у фрилансера есть работа, результат работы. У него есть деньги, и они хотят поменяться. То есть заказчик хочет получить деньги, заказчик хочет получить работу, а фрилансер хочет получить деньги. И вот на этом обмене всегда кто-то проигрывал. Не обязательно это проигрывали фрилансер, либо заказчик кто-то один. То есть очень часто раньше заказчик отправлял фрилансеру деньги в надежде получить работу. Работу не получал, фрилансер пропадал вместе с деньгами. Все. Таких случаев миллион. Был другой момент. То же самое. Заказчик просил у фрилансера работу, но не отправлял ему деньги под разным предлогами. Там эта работа не та, я так не хотел, либо просто отмораживался и уходил. Были еще различные другие случаи, например, приходил кто-то, условно, договаривался с заказчиком на то, что он получит работу, а он получит, то есть заказчик отдаст деньги и получит работу. Заказчик отдавал деньги этому посреднику, посредник брал работу у фрилансера, отдавал заказчику работу, но фрилансеру деньги не отдавал. И здесь тоже получался такой диссонанс. У меня тоже такое было. То есть у меня действительно было такое, я пришел, потом я связал, это был я сделал классную работу, отдал свою работу, то есть я отдал свою работу условно заказчику, увидел ее у заказчика на сайте и попросил у него рассчитаться. Он говорит, постойте, я рассчитался. И он показал мне переписку, там все, то есть в принципе как? Это не был заказчик, это была имитация заказчика. То есть есть люди, которые действительно грамотно имитируют заказчика, продают заказчику вашу работу, вам деньги не отправляют, потому что вы новичок, вы еще не знаете. Так вот, как работает сейчас эта вся история? Вот просто элементарно. Теперь появились биржи. Вот биржа, допустим, в данном случае биржа Quark. Как она работает? У заказчика есть деньги, у фрилансера есть работа. Они договорились, что заказчик отдаст эти деньги за эту работу. Договорились на бирже Quark. Заказчик посылает деньги сюда, на биржу, и они здесь замораживаются на бирже. У него их физически нет. Но вы, как фрилансер, обещаете заказчику выполнить ту работу за тот срок, что вы договорились, и отправить ее на биржу. И вот когда вы отправляете свою работу не напрямую заказчику, а именно на биржу, у биржи есть и деньги, и работа. И у заказчика есть кнопочка принять заказ. То есть если его все удовлетворило, он принимает ваш заказ, получает работу, и деньги, его деньги переходят сюда. Более того, вы даже эту работу, которую заказчик у вас заказал, отправляете прямо заказчику, но через биржу. Все ведите только внутри биржи. Когда вас просят уйти там, не знаю, в Telegram,
в чат, в скайп это кидалово, 100%, потому что вас на начальном пути будут кидать, да? Почему? Потому что если вы потом обратитесь в биржу, вы нарушили правила, и биржа не будет за вас горой, то есть вы теряете. Здесь получается в этом случае, когда заказчик, получая работу, пишет: ой, меня работа не устроила, мне не нравится там это, биржа проверяет то, что вы ему обещали. И если вы ему обещали то, что и сделали то, что обещали, то эти деньги переходят к вам. Все просто. То есть это гарантия для заказчика и для вас. Здесь все предельно просто. Вот поверьте, биржа берет свой процент, но пусть лучше будет маленький процент и гарантия, чем вы выходите куда-то, отправляете заказчику работу и пропадаете навсегда. Еще раз, друзья мои, работая на бирже, заказчик всегда отправляет деньги не вам, он ничем не рискует, потому что если вы не сделали ту работу, которую он написал, деньги вернутся к нему назад. Если вы опоздали со сроками, деньги вернутся назад ему. Понимаете? Поэтому ни в коем случае не ведитесь на разговор о том, что типа там вот, не нужна гарантия. Поймите, когда вам кто-то говорит, чтобы начать работу, вы должны отправить деньги, это мошенничество в чистом виде. Вот когда, подумайте, вы приходите к кому-то на работу и вам говорят, типа, слушай, чтобы начать у нас работать, дай нам 3000 рублей. То вы пришли за деньгами, вы готовы поменять свое время на их деньги. А если они просят у вас деньги, то это большой способ задуматься несколько раз. Это вот только вам, особенно на фрилансе, просят там, еще часто бывает там, нам надо отправить документы вам для работы. Чтобы отправить документы, это почтовые расходы. Вдруг мы отправим вам документы, а вы не будете работать, мы понесем об этом. Друзья мои, если вам кто-то предлагает отправить деньги там вне биржи фриланса, либо там, не знаю, улыбайтесь и закрывайте. То есть улыбаемся и машем. Пора барабан. Так, Комиссаров, а получается, если он будет обиженным и влепит негативный отзыв, как быть, как с этим никак не бороться? Вот вы никак не, то есть это, мы про это говорили, это минус фриланса. Вы на фрилансе не сможете бороться, то есть даже если вы сделаете хорошую работу, отправите ему, получите его деньги. Смотрите, стрим у нас есть заказчик-манипулятор. Там я все рассказал, какие-то бывают случаи. Туда смотрите, там будет хорошо, весело и вкусно. Дальше, друзья, поехали. Так. Два типа зрителей или покупателей курса. Вот давайте сейчас обсудим это. То есть есть два типа зрителей, ну, зрителей или покупателей курса, неважно. У нас в школе они есть. То есть первый тип зрителей там на нашего канала, которые условно всегда ходят, курсы, они даже покупают, но ничего не делают. Почему? Они смотрят что-то, они пытаются понять и пытаются определиться. Есть второй тип, он очень маленький. Есть люди, которые нанимают нас, чтобы мы помогли, чтобы мы взяли за ручку их и провели, куда, что надо нажимать. Соответственно, вы, когда начинаете, то есть два типа у нас покупателей курса. Есть курс, они купили и пытаются сами разобраться во всем. А есть те, кто покупая курс или там покупая программу, либо скачивая нашу бесплатную программу, они пытаются разобраться, понимают, что им непонятно, и они, экономя время, вот здесь самое важное, экономия времени, они покупают консультацию, либо человек, который может провести их по курсу за ручку. Вот очень важный момент, потому что многие люди, они условно могут приходить, могут изучать, могут смотреть, но ничего не делают. Либо пытаются делать, но это у них получается долго и непонятно. Вот первый тип,
Первый тип, он 99% этих людей, они смотрят, пытаются сами разобраться, но это такая экономия на букву «э». А второй тип – это люди, которые уже осознали, те люди, которые поняли для себя, что гораздо проще нанять профессионала, с ним начать делать и чтобы получить результат. Например, чтобы вам было пример, элементарный, кухонный пример. Допустим, вы решили научиться, сейчас будут ягоды, там, да, там клубника, земляника, малина, и вы решили делать классные вареники. Вы купили классный курс, отличный курс купили, где девушка рассказывает вам, как правильно лепить эти вареники, там прям пошагово все рассказывает, все классно, все, но у вас не получается. И вы 20 раз пытаетесь сделать эти вареники, у вас все равно не получается. Было такое? Ну, что-то похожее было. А давайте представим, что будет, если вы возьмете и купите часовую консультацию у этой самой девушки. Расскажете ей, что вы делаете, как вы делаете, и у вас не получается. Я вас уверяю, уже в следующий раз у вас будет все получаться. Либо она подскажет вам, как это правильно делать, как правильно подойти к тому, чтобы у вас получалось. И вот здесь очень важный момент, коллеги, очень важный. Те люди, которые грамотные люди, которые уже понимают, как это работает, они всегда к курсу еще покупают дополнительную консультацию, чтобы специалист показал, рассказал, а курс уже это то, где условно вы начинаете закреплять свои навыки, свои знания. Еще пример один, да, допустим, вы можете купить. Вот у нас есть школа видеоблогеров, там огромное количество полезного бесплатного материала. На консультации вы получите у наших кураторов, у наших специалистов, вы получите просто карту, дорожную карту, как складывать. Школа видеоблогеров – это огромная коробка Лего, огромная большая коробка Лего, и мы точно знаем, что в этой коробке есть материалы, чтобы собрать, допустим, пожарную машинку, либо там вертолет, либо крепость. Вот у кураторов просто есть инструкция, как ее собирать, а у вас пока ее нет. И вот есть два типа людей. Первый тип людей, они пытаются сами в этой коробке разобраться методом подбора, методом тыка, а вторые еще, покупая курс, они покупают еще к себе и советчика, куратора, помощника, который поможет разобраться. И вот я вам очень рекомендую, настоятельно рекомендую, да, не только у нас, всегда приглашайте куратора. Если это вы решили лепить пельмени или вареники, пусть это будет девушка, которая вам сделала курс. Если вы начали вязать, то классно, когда есть тот, кто укажет на ваши ошибки, тот, кто подскажет, потому что очень часто дьявол кроется в деталях. Вот вы что-то одно не добавили, допустим, да, или там в кулинарии, у меня не получалось одно блюдо просто потому, что я не ставил тесто на полчаса в морозильник. Вот все делал правильно, а в морозильник я его не ставил, потому что там было написано охлажденное тесто. Но оно же не горячее, оно же холодное. А оказывается, надо было ставить его в морозильную камеру, чтобы там полчаса побыло ну, там в этом формате. И когда я начал делать так, у меня получалось. И получились там классные печеньки. Поэтому, друзья мои, два типа зрителей, два типа покупателей курсов. Первое – это смотрят, и у них никогда ничего не получится, они не делают. Вторые, которые приходят за результатом, которым важен результат. Это равносильно, когда вы можете вот огромная популярность кулинарных каналов не потому, что люди, глядя, как эти кулинарные каналы готовят, они тоже будут. Нет, они просто смотрят за процессом приготовления. Поэтому, друзья мои, работайте с тем, что есть. И если у вас есть желание получить результат, всегда приглашайте специалиста. С ним или с ними или с ней у вас будет гораздо быстрее, а время – это самое ценное, что у нас есть. Пора барабан. Так. Обо всем понемногу в Америке, USA.
Автобомж, как включить монетизацию? Никак не включить монетизацию. Включить, взять ключ и включить. Дальше поехали. Когда не надо покупать курс. Вот когда не надо покупать курс. Очень часто, друзья мои, я на опыте говорю. Вот казалось бы, зачем ты говоришь о том, что у тебя там сотни курсов? Почему не надо покупать курс? Если вы хотите получить результат быстро, то вы то же самое, что вот представьте, курс стоит 10 тысяч рублей, а консультация специалиста тоже стоит 10 тысяч рублей. Вот в вашем случае люди, которые хотят получить условно результат, они не покупают курс, они покупают консультацию, либо покупают того человека, который может сделать. Например, у нас есть курс, как правильно сделать тамбнейлы или обложки для ваших видео. Есть такой курс, который написали наши дизайнеры для вас специально, да, этот курс он стоит недорого, вы можете его купить, но давайте будем честны, сможете ли вы после этого делать себе обложки, если вы не дизайнер? Наверное, нет. Наверное, нет, потому что вам проще всего было бы нанять дизайнера. Есть курс, как правильно подавать теги. Окей, вы можете купить курс, но гораздо эффективнее, если вы хотите получить результат быстро и сейчас, вы можете нанять того, кто сделает вам эти теги. Как назвать канал? У нас тоже есть такой курс. Вы можете купить этот курс, но если вам надо правильное название, вы быстрее его получите, оттестированное правильное название, купив консультацию либо у нас, либо купив услуги нейминга. Вот так это работает. Вам курс это не панацея. У меня у самого лежит, не знаю, сотни 3 курсов, которые я даже не открыл. Я их просто купил, и они лежат, они там уже, я открываю там продвижение СММ 2017 года, думаю, о, уже давно что-то устарело, да, и я просто его выкидываю. Поэтому, друзья, курс покупать не надо, когда вы хотите получить результат и не хотите вот этим заниматься сами. Потому что многие думают, что купив курс, они купят некий волшебный, секретный секрет о том, как это все сделать. Нет, в курсах обычно кусок работы, просто там пошагово, что необходимо вам делать и зачем. Поэтому, если вы хотите получить результат, как это получают многие люди, они покупают не курс, а покупают результат. Пора-барабан. Дальше поехали. Насколько эффективен мини-курс для получения результата? Друзья мои, любой мини-курс, хороший мини-курс, он эффективен. Вопрос лишь во времени. За какое время вы получите этот самый результат? Сколько времени вы потратите на изучение этого материала, на применение этого материала и на понимание материала. Здесь вариант, что вы можете и без курса это все сделать и разбираться самостоятельно. Либо при помощи курса, в курсе там все системно. Там есть задачи, там есть домашние задания, там есть какие-то метки, маркеры о том, что где у вас должно получиться. Курс это материал, поверьте, вот сейчас время, эпоха, когда любой, абсолютно любой материал можно найти бесплатно. Любой. Ну, либо условно бесплатно. Но вариант лишь в том, как часто он обновляется и насколько он практически применим. Потому что если вы найдете, допустим, курс по Ютубу 2019 года, он уже будет устаревший. Почему? Потому что там поменялись правила. 10 декабря поменялись правила, абсолютно новое правило, новое все. То есть появилось полностью новое все, и этот курс уже не актуален. И толку по нему учиться. Ну вы нашли его бесплатно, либо нашли там целую кучу роликов. Поэтому получение результата через мини-курс это всегда классно, когда вы дорожите своим временем. То есть есть 3 степени. Давайте разберем. Первая степень это условно вы такой, я все делаю сам.
Вы начинаете искать материалы, вы приходите в разные школы, на стримы, вы пытаетесь где-то хапнуть инфы, там чуть-чуть, я все делаю сам. Второй, здесь вы можете, допустим, давайте так, как создать кулинарный канал. Вы сами по себе будете разбираться, ну, около года, хотя бы с большего. Второй, это когда вы покупаете курс. То есть при помощи курса там пошагово, там чек-лист, да, делаем это, потом делаем это, потом делаем там карта, там дорожная карта, что вам надо делать, проводырь. А третий, это вы покупаете еще к курсу дополнительно специалиста, который возьмет вас за ручку и по этому курсу проведет и проверит ваше домашнее задание и подскажет ваши ошибки по этому курсу, подскажет том, где вы ошибаетесь. Потому что давайте представим, если вы начали делать канал, но совершили ошибки в самом начале, дальше можно не, но вы не знаете, что это ошибки. И поэтому здесь весь вопрос стоит в том, что скорость получения результата. В первом случае вы получите его гораздо дольше, чем во втором, и уж точно дольше, чем в третьем. Пора барабан. Мега обзорчик написал нам большой привет. Здравствуйте. Так, дальше поехали. Что может быть в мини-курсе? Отличный вопрос. Давайте по нему пройдем. Итак, что может быть в мини-курсе? Я вам сейчас дам такой небольшой чек-лист, что может быть в нашем с вами мини-курсе. То есть первое, да? Возьмем первое, это шаги. То есть такая своеобразная дорожная карта, да? То есть шаги, разбор этих шагов и примеры. То есть шаги это делаем раз, делаем два, разбор это почему мы это делаем, зачем мы это делаем и примеры для закрепления материала. Понятно, да? Второе, очень важно, теория. Теория вопроса. То есть такой глоссарий. Либо словарь, то есть, да? Почему мы это делаем? Как мы это делаем? Соответственно, все это там может быть в курсе. Это не обязательные пункты, это желательно. То есть это может быть, а может и не быть. Я вам просто набросаю условно, ну, дюжину этих самых блоков, а вы там сами выбираете, что вы в свой мини-курс добавите. То есть первое это шаги, назовем это основные шаги, вот даже так, да, основные шаги, основные. Потому что люди всегда любят инструкцию и пошаговый план. Там делаем раз, делаем два, делаем три, да? Дальше. Теория. Очень часто люди, вот я сегодня объяснял слово транскрибация. Фрилансеры пишут слово транскрибация. Я говорю, заказчики, видеоблогеры не понимают, что такое транскрибация. А вот переведу ваш видеоролик из аудио в текстовый формат, они понимают. Это теория. Третье это, наверное, лайфхаки. Плюс какие-то фишки. То есть берем фишки, лайфхаки и тоже в курс ставим, заделаем, да? Четвертое, что может быть, это примеры, допустим, скриптов. Что значит скрипты? Это скрипт, это сценарий разговора. Сценарий разговора с клиентом. Это может быть сценарий отработки возражений. Вот когда я говорил, что о том, что что делать, если клиент говорит, у меня пока нет денег на ваш курс, да? Соответственно, пишем так скрипты продаж. Видите, скрипт это теория,
да, это сценарий разговора. То есть у нас уже есть, мы знаем, что ему отвечать, потому что очень часто у заказчиков обычно одни и те же вопросы. Дальше. В вашем курсе могут быть какие-то визуальные примеры. Когда мы объясняем, что такое, допустим, тайтл, либо шапка канала, либо теги, это мы показываем. Это могут быть, давайте запишем, да, это напишем визуалка. Визуальные примеры, это могут быть там, не знаю, баннеры, какие-то рисунки, обзоры, схемы, все что угодно, да. Следующее, что может быть, это тесты. То есть, пройдя тест, вы узнаете, прокачаете свой навык, да, то есть тест в курсе. Тоже может быть. Правильно? Правильно. Дальше. Что может быть еще? Обязательно делайте всегда задания. Люди вовлекаются в курс, когда там есть маленькие задания. То есть вы пишете, давайте сделаем так, то есть мини задание. Сделайте. Ну, например, вы сделали курс «Как назвать YouTube канал», сделайте 5 названий вашего канала. Выберите лучшие из них. Это мини-задание. Дальше. 8-е. Ну там 7-е, не знаю, да? То есть работа со стереотипами, с убеждениями. Как это звучит? У нас проблема, у нас боль, у нас люди реально боятся сниматься в видео, они боятся камеры. И в курсе мы даем там дополнительно, допустим, там 15 лайфхаков, которые помогут вам избежать страха камеры. Тоже там давайте, да? Опять же, что еще мы там даем? Мы даем какие-то таблицы, плюс графики, плюс шаблоны. Что это значит? Это значит, мы даем, допустим, таблицу для контент-плана. То есть это бонусы, почему у вас покупают эти самые курсы. Почему у вас, то есть, когда ваш курс будет полный, как коробочка полная всем, да, его приятно будет покупать, его будет хотеть покупать. Дальше. Что еще может быть в курсе? Да, это полезные сервисы. Плюс ссылки. Не бойтесь давать полезные сервисы, рекомендовать полезные сервисы, ссылки в своем мини-курсе. Это нормально. Вы помогаете людям, вы экономите им время и показываете им классные сервисы, либо классные сайты, с которыми вы работаете или где вы черпаете вдохновение. Вот тоже хорошо. Дальше. Что может быть там еще? Истории. Людям всегда нравятся истории. Но про себя или про ваших клиентов, или про то и то. Но клиентов не надо конкретизировать. Клиентов не надо, у меня был клиент, у которого был там канал, и вы называете имя, фамилию клиента, его канал, не надо. Просто даете в курсе пример, там, да, Иван Иванов имел канал, там, да, был владельцем канала, у него было это. Без конкретизации. Дальше. Что у нас еще? Обязательно, кстати, разбор трудных вопросов, ну или ситуаций. Что делать, если называется? Помните, у нас здесь называется «сделайте», это когда получаем меню задания, да? А здесь мы берем «что делать, если». Ну, что это получит? То есть, если у вас не получается, или если вы считаете, что это, либо если вы сделали название для своего канала и увидели
это название у конкурента. Что делать? Это же трудная ситуация, трудная. Как быть? А вы уже здесь даете какой-то совет либо консультацию. Дальше. Что еще? Чек-листы. Друзья мои, чек-листы это наше все. Вот чек-лист подготовки или проверки. Подготовки, проверки. Что это значит? То есть в начале, знаете, в начале курса чек-лист подготовки к тому, чтобы вы были готовы, да, начиная от того, что проверьте у вас интернет, проверьте камеру, проверьте там то, проверьте, насколько у вас свободен диск жесткий там на компьютере, проверьте видеокарту, проверьте там, не знаю, там ручки, тетради, там все что угодно, да, начиная от проверки и до для подготовки, либо проверки. А теперь мы сделали курс, давайте по этому чек-листу проверим, насколько правильно мы все сделали. Это сделали, это сделали, это сделали. Молодец, получи пончик. Дальше, да? Обязательно добавляем туда блок, такой блок вопросов клиентов. Собираем все вопросы и обновляем курс постоянно, потому что когда у клиентов, купивших ваш мини-курс, появляются вопросы, вы добавляете в этот блок. Вот мы так и делаем, то есть 100 частых вопросов наших клиентов, то есть мы там отвечаем и сразу предупреждаем. Слушайте, смотрите, прежде чем писать нам и покупать нашу консультацию, может быть, ответ на ваш вопрос находится в этом блоке. Друзья мои, если у вас есть идея, что вы хотели добавить еще, либо что вы добавляете еще, но то есть этого блока нет в этом, поделитесь с нами в этом видео, будем благодарны. Пока то, что вспомнил, вот это все можете брать, пользоваться. Давайте проговорим. Итак, что мы добавляем туда? Это основные шаги. Мы берем разбор, примеры, наш мини-курс. Дальше мы обязательно знакомимся с теорией. Ну, если они знают, то могут пропустить, но пусть лучше будет. Дальше лайфхаки добавляем в свой мини-курс и различные фишки. Причем максимально подробно объясняя, даже пусть это будет на видео. Дальше добавляем туда скрипты продаж, отработка возражений, да? Дальше визуальный контент, это схемы, таблицы, какие-то баннеры, рисунки, стоковые изображения, все что угодно туда можно добавлять. Дальше можно добавить туда тесты. Тесты в курсе, то есть пройди тест, узнай, насколько ты там вот это, да, какие-то полезные тесты, все в этом формате. Обязательно делайте мини-задания, чтобы люди вовлекались в процесс. Люди, когда делают, они запоминают, больше запоминают, чем когда они читают. То есть они должны сделать. У нас в клубе 100 по 100 мы всегда говорим, пока вы не пройдете это задание, вы не получите доступ к следующему шагу. Поэтому здесь то же самое. Делайте мини-задания. Дальше. Работа скажем так, с убеждениями. Что это значит? То есть многие люди, они считают, что это плохо, это не получается, либо там вот у них есть некие стереотипы. Смотрите курс или там смотрите наш стрим по стереотипам, по убеждениям. Дальше. Таблицы. Вот есть целый класс людей, у меня есть целый класс клиентов, которым надо все по полочкам было, по таблицам, по графикам, по шаблончикам, чтобы все было красивенько, 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 тоже добавляйте. Опять же, полезные сервисы и ссылки. Сделайте отдельный файлик, положите, интересно, пусть смотрят, неинтересно, но вы сделали все, что могли. Дальше, истории про себя. Как это получается у вас, как получилось с клиентом, как вы к этому пришли, почему вы сделали курс. Это все также можно запаковать. Дальше, разбор трудных ситуаций. Вот трудных, может быть, нестандартных, неординарных там ситуаций, которые произошли с вами, либо с вашими клиентами, с которыми вы работаете. Дальше, чек-листы. Как подготовиться, как проверить свои знания тоже хорошо. Ну и обязательно в конце у вас должен быть большой блок ответов на ваши вопросы. Вот такие вот моменты, друзья мои. Думаю, что это будет вам полезно. Это вот, наверное, такой полезный чек-лист вам. Вот это чек-лист для вашего мини-курса.
Пора барабан, да? Так, вопросы ваши. Марина Завадская. Что лучше монетизируется? Канал о рукоделии или канал о том, как делаю канал о рукоделии? Марина, лучше монетизируется автор. То есть это очень такой вопрос, знаете, так, из класса средней температуры по больнице. Конечно, в моем мире лучше монетизируется курс, как я делал рукодельный канал, либо как я делал какие-то рукодельные поделки. Вот это лучше монетизируется. Потому что, ну, вы конкуренция, там, где больше спроса и меньше конкуренции, то лучше. Дальше. Воздушные шары своими руками. У меня возникла идея. Я продаю МК, потом за дополнительную плату приглашаю на совместник. Это когда в прямом эфире несколько человек под моим руководством выполняют эту работу. Ну да, это называется воркшоп еще. То есть вы продаете курс, а потом приглашаете их попробовать свои знания. То есть в сообществе всегда лучше работает. Да, вот еще бы я сюда добавил бы, кстати, да, вот сюда еще добавил бы ссылки на какие-то закрытые группы, где это все обсуждается. Тоже хорошо. С праздником, да. Итак, следующий вопрос, друзья мои. Мы сегодня успеем все за 2 часа. Это хорошо. Итак, как найти мотивацию и убрать препятствия на ее пути? Вот давайте мы сейчас разберем, как найти мотивацию и убрать препятствия на ее пути. Очень интересный вопрос, очень прям яркий вопрос, да, вот он такой жизненный вопрос. Смотрите, давайте представим вместе с вами, что вы девочка огонь, ну или мальчик огонь, да? Давайте представим, что вы просто, я схематично нарисую, это костер, который горит, да? То есть у вас есть идея, ну я так, как это, образно нарисовал костер, пусть это будет пионерский костер. Вот это вы это костер, который горит. И у вас, вы горите, у вас есть желание, у вас есть идеи, вы уже знаете, как это делать, вы все, вы большая умница, большой молодец, у вас все классно. И дальше в подавляющем большинстве случаев приходят ваши коллеги, родные, друзья, близкие, там, не знаю, коллеги по работе, ваши соседки, там все что угодно. И что происходит? Вот человек, который приходит к вам. Вопрос лишь в том, что он делает с вами, как с костром. Что он для вас, что он для вашего костра. Есть те, кто приносит вам дрова. Они кладут в ваш костер дрова, эти дрова делают костер еще больше, они поддерживают вас. Материально, морально, финансово, душевно, как угодно, они приносят к вам и кидают в ваш костер славы, они кидают дрова. Костер становится еще больше, он начинает гореть. Но, к сожалению, очень часто приходит другой тип людей, которые просто ссут на ваш костер. По-другому это не назвать. Они просто тушат его своими там, не знаю, своими вот стульями, да, вот почему? Потому что по-другому, то есть они приходят, разубеждают, ой, у тебя не получится, у тебя там то, у тебя это, ты там то, там вот это у тебя не получается. Вы таких знаете. И они тушат ваш энтузиазм, и у вас не появляется мотивация. У вас, почему? Потому что мотивация приходит во время, потому что когда вы начинаете больше всего добавлять людей из класса А, которые помогают вам и бросают в ваш костер, ну, есть еще третий класс, назовем это нейтральные.
Они просто стоят и смотрят на ваш костер. Вы точно знаете, что когда у вас костер разгорится и когда будет пламя огромное до небес, к вам на ваш костер придет очень много людей греться. Ваши родственники вас полюбят. Они будут вам петь серенады, ведь мы в тебя верили, мы в тебя так верили, и мы знали, даже те, кто ссали на ваш костер, на ваше мнение, на вашу идею, на вашу зажигательную идею, они будут вам петь серенады такие, мама, не говорю, но я вам из своего опыта скажу, вот этих людей 90%, а этих 10. И очень часто мы стараемся вот этих вот суль разубедить. Мы стараемся им что-то доказать. Как найти мотивацию и убрать препятствия на ее пути. Коллеги, просто, тут элементарно. Вы должны минимизировать тех, кто сыт на ваш костер, и увеличить, либо уделить внимание на тех, кто подбрасывает в ваш костер дрова. Вот когда вы это поймете, представьте, вот давайте визуализируйте. Вы пошли в поход большой своей семьей, не семьей, вы пошли в поход своим классом, то есть у вас там классная вечеринка, там вечер встречи выпускников, вы пошли в поход, распалили классный костер и ваши одноклассники поделились на два лагеря. Первый – это те, кто там, ой, костер воняет, там вот это все непонятно, я взяла спрей, ваш костер это плохо для леса, вы им объясняете, ведь, постойте, у нас тут и огнетушители, и песок, и вот место специально для костра, и мангал, и все, и они будут ныть. А вторые, условно, будут ходить с вами, рубить дрова, помогать и оккультуривать ваш костер. И вот вопрос, кто вам тут нужен больше? Те, кто приходит, тушит его там ногой, там, да, в этом формате, либо те, кто помогает вам распалить. Поэтому держитесь тех, кто дает вам дрова в ваш костер. Тогда вы будете гореть в огне успеха, в огне славы, в лучах славы будете купаться. А те, кто ссут ваш костер, они очень часто делают это потому, что им самим это не под силу, но при этом они не хотят вашего успеха, не хотят, но не могут об этом сказать. Если бы вы дали им волю, они бы разрушили бы этот костер, залили водой там, да, там закидали все. Поэтому всегда, всегда, всегда ставьте на тех, кто носит вам дрова, а не сыт на ваш костер. Пора барабан. Голуби Владикавказ. У меня вопрос. Канал монетизирован, если я озвучу ролик музыкой, изначально не буду его монетизировать, получу ли бан? Не знаю. Я такие вопросы, то есть вы мне говорите, у меня канал монетизирован, я озвучу ролик, какой музыкой, какой канал, какой ролик, какая, где вы взяли музыку, почему вы считаете, что получите бан? Я такие, то есть это ни о чем. Ну давайте еще один последний мотивационный наш вопрос. Вот, классный. Почему надо покупать окружение? Друзья мои, я не зря все время твержу, что вы должны покупать окружение. Очень важно, потому что если мы посмотрим наш костер славы, мы поймем, что есть люди двух типов. Те, кто носят дрова в ваш костер, и те, кто писает в ваш костер, тем самым тушая его, там, способствуя его угасанию. Да? То есть это два типа. Третий тип не берем во внимание, потому что в моем мире, я это не скрываю, люди делятся на две категории. Третье не дано. У меня либо они полезные, это те, кто носит костер, кто носит дрова в мой костер, и вредные, те, кто писают на мой костер.
Все. Третьего не дано. Когда я спрашиваю себя, полезен ли мне этот человек, я спрашиваю, он носит дрова или писает в мой костюм? И ответ, если ответ неопределенно положительный, то он определенно отрицательный. Как это? Если я не вижу, что он носит дрова, то скорее всего он же, то есть, если он не носит дрова в мой костер, то значит он ничего не делает, чтобы он горел. Ну, костру нужно всегда подпитка, это же не вечный двигатель, да, то есть если не носить дрова в костер, то он затухнет. И если я не вижу, что человек носит дрова в мой костер, то он для меня переходит в класс тех, кто поливает на мой костер водичкой из различных мест. Так вот, суть в этом в чем, что вы понимали, да? Окружение, вот вы это среднее арифметическое от того, кто вас окружает. И когда я вырос в небогатой семье, в очень небогатой семье, где мне говорили, послушай, вот это все не для тебя, ты там вот иди там туда, потом у тебя там будет работа, там на заводе ты будешь там таким-то, да, потому что люди, они к этому привыкли, они даже поливая на ваш костер, они думают, что делают вам лучше, что вы там затуманены чем-то, что вы когда говорите, вот представьте, чтобы я кому-то в моем маленьком городке Мозырь сказал, что час моей консультации будет стоить $300. Просто представьте. То есть там зарплата, средняя зарплата человека $300 считается круто, а 400 он там вообще шикардос, а 500 это вообще бомба. И вот если бы я пришел тогда и сказал, что у меня час консультации будет стоить $300, ну сказали, иди в психушку, там тебя больница ждет. Почему? Потому что окружение такое. Потому что окружение, которое, вот смотрите, как это работает, чтобы вы понимали. И вот если у меня была матушка, я ее очень сильно любил, но она не понимала, как я могу приглашать к себе уборщицу домой. У тебя же есть супруга, говорила она, у тебя же есть жена, зачем тебе уборщица? Ты что, ты вообще никакой, да? А почему? Но у моих людей, у моих знакомых, у которых я учился, это нормально. А знаете почему? Потому что час его работы стоит столько, что он может купить себе ежедневно, чтобы приходила к нему уборщица. Понятно, как это работает? То есть вы должны общаться, дружить и говорить с теми, кто идет туда же, куда и вы. Проблема в том, что вы, коллеги, и те, кто хорошо зарабатывает, они очень заняты. Ну зачем мне говорить с кем-то на какие-то отвлеченные темы, там обсуждать, не знаю, футбол, там, гандбол, там, какие-нибудь там политические новости. Я занят. И да, у меня есть какой-то круг, но это вся история про деловые вопросы, про развитие, про бизнес, да, про все дела. И поэтому вы, когда вы дешевое ваше окружение, которое около вас есть, оно всегда будет по эту сторону. Оно не будет давать подняться вам выше, чем они. Вы среднее арифметическое, то есть вы должны стремиться к тому, чтобы расти и быть на уровне. Как это работает еще раз? Допустим, давайте я на своем примере говорю. Я раньше, 5 лет назад, не понимал, да, как это можно, чтобы был повар, чтобы дома был повар. Вот как можно, да? Почему? Потому что повар стоит, допустим, там $150, там один приход этого повара стоит $30. Соответственно, 5 приходов этого повара для приготовления еды стоит $150. И у меня было мышление, что, постойте, я за $150 куплю себе еды столько там этих лососей куплю там, да, жора, еды там, всего. Зачем мне повару отдавать? Или я буду ходить в ресторан, я буду ходить там, не знаю, 10 раз в шикарный ресторан. Ну не шикарно, там завтракать буду в ресторане по $15. Окей. Проблема в том, что я не ходил завтракать в ресторан, я не покупал себе еды на эти $150,
И у меня по-прежнему не было повара, то есть я сам себе готовил. А когда ты много готовишь, ты начинаешь, работаешь и готовишь, все там пригорает, ты голодный, нет, то есть, а здесь все просто. У этих людей все просто, то есть они покупают время, то есть они делегируют кому-то то, что могут делать сами, но они при этом условно отдают часть своего смотрите, они отдают часть заработка повару, причем у них дома всегда вкусная еда, всегда свежая еда. Они не заморачиваются над тем, как приготовить, как посуду помыть. Там все хорошо. Поэтому, друзья, вот эти люди, они идут к цели. То есть, если у вас, ваше окружение хочет зарабатывать много и хорошо, причем развиваться, расти каждый день, то это хорошо. Вы тоже будете расти вместе с ними. А если ваше окружение – это люди, пищащие на ваш костер, то я вас уверяю, очень скоро они убедят вас, чтобы вы вместе писали. Это же так прикольно, дым идет такой там, да, там это классно. Почему? Потому что, вот смотрите, сейчас суббота, сейчас 9 мая, сейчас праздники, мы с вами сейчас работаем. То есть я веду прямой эфир, а вы получаете знания. И вы сейчас отличаетесь, вы сейчас на этой стороне, потому что вы сейчас находитесь на стороне получения знаний и применения их для заработка. Подавляющее большинство ваших друзей сейчас где? Шашлыки, гульба, потому что праздники, потому что суббота, потому что, ну и что карантин там, да, ну вот мы там пойдем гулять и все. Поэтому я всегда сторонник того, чтобы покупать окружение. Как покупать? Давайте разберемся. Есть профильные выставки, есть профильные семинары, есть закрытые клубы, закрытые группы, да, там общаются люди, там нет места спаму, какому-то, не знаю, продажу, успешного успеха, да, то есть в этом формате платные группы. То есть вы можете, условно, их много. Я состою в 3 платных группах, и у меня есть своя закрытый клуб видеомаркетологов, тоже платная группа. Почему? Потому что там люди не говорят ни о чем, кроме того, как можно заработать денег, как можно, при помощи чего можно заработать денег. И вот здесь понятно, что когда группы платные, когда сообщества платные, вам там дадут много больше, чем вы принесли. Почему? Потому что люди, объединенные одной целью, усиливают вас. Те люди, которые находятся около вас, они вам помогут и усилят. А те, которые пишут на ваш костер, ну, пусть и дальше пишут, но без вас. Пора барабан. Так, друзья мои, я думаю, что был вам полезен. Большой вам респект, что пришли. Суббота, день тяжелый, мы пойдем отдыхать. С праздником вас, 9 мая. Гуляйте, отдыхайте. Не забывайте, что вы можете прийти к нам на консультацию по ссылочке ниже. Соответственно, с праздником, всего доброго, до свидос.